Всем привет! В этом видео я расскажу, сколько отработали передние шины Michelin на экскаваторе-погрузчике Volvo BL71B, что с ними произошло и какие шины я поставил на передний мост. Итак, теперь по порядку. У меня на канале имеется видео, в котором я говорю и показываю про шины Michelin при смене полного комплекта. Тогда я сменил заводской комплект на новый комплект Michelin. Менял все 4 колеса. Поставили такие же, как и заводские. Michelin Power CL. С тех пор прошло ровно 3 года. За это время экскаватор-погрузчик отработал 7500 мот-часов. Для сравнения, предыдущие шины отработали 6000 мот-часов. Видео можно посмотреть, пройдя по подсказке, либо со страницы канала. Эти моточасы были, как всегда, тяжелыми. Те, кто работает в аренде, знают, что посидеть сейчас никому не дадут. Бывало разное, и через бордюры часто перепрыгивал, и камни, и так далее. Но я всегда избегаю строительного мусора, если при этом нет возможности согребать до земли или асфальта, так как это не гусеничная техника, и ездить по мусору она не должна. Нередко, приехав на объект и увидев там кучу мусора с торчащими из него арматурой и металлом, при этом, по словам заказчика, это чистейший грунт, я просто разворачивался и уезжал. В первую очередь нужно посчитать, сколько времени затратится на ремонт или покупку колес, а потом решать, стоит ли оно того. Может быть, именно поэтому передние шины у меня прослужили 3 года и 7500 мот-часов. К тому же перед заменой старые шины еще имели небольшой грунтозацеп. В прошлый раз при смене шин старые были как гоночные слики. Но на одном колесе в этот раз имелось несколько грыж. Они не спускали, но передвигаться на таких колесах стало опасно. Количество проколов на старых шинах можно посчитать по пальцам одной руки. Новые шины также поставил Michelin, но есть небольшое различие. Старые обозначаются Power CL, а новые XM CL. Это означает, что новые шины имеют более усиленный корд, и особенно те места, где на старых были грыжи. Еще новые имеют вертикальный боковой профиль, а старые выпуклые. И старые и новые шины имеют обозначение 400 на 70 на 20. Но новые шины при полном повороте руля, при максимально опущенной фронтальной стреле задевают край стрелы. Это, конечно, не критично, так как в таком положении стрела и колеса могут встретиться очень редко. И задевают самую малость, но факт остается фактом. На шинах Power CL такого не было. Видимо, на шинах XM CL все-таки профиль выше. Опробовав новые шины, я заметил, что они лучше сглаживают колебания по кочкам при движении. Кажется, как будто они мягче, но это мое субъективное мнение. Еще новые шины XMCL достаточно шумные. При движении, особенно на непрогретой резине, ощущается легкая вибрация. После прогрева вибрация исчезает. Строение грунтозацепа на шинах XMCL немного отличается от CL, тем, что на них он заходит немного на боковой профиль. Шины Michelin XMCL имеют радиальную конструкцию каркаса, а шины Michelin Power CL имеют диагональную конструкцию каркаса с более жестким покрытием боковины. Цена, ребята, конечно, ужасная. Одно такое колесико обошлось в 49 тысяч рублей. Задние шины в этот раз не меняли, как говорится, еще по ходу. Но при замене шин только на переднем мосту имеется разность вращения передних и задних редукторов. А так как в КПП на экскаваторах-погрузчиках нет межосевого дифференциала, то это приводит к нагрузке на муфту. На скользком покрытии этот эффект практически не заметен, а вот при передвижении по твердому покрытию, при включенном переднем мосту, отчетливо чувствуется нагрузка на муфту, включение переднего моста, что при неправильном использовании однозначно приведет к износу и выходу из строя муфты. Поэтому замена шин в идеале должна осуществляться комплектом.
Но современные реалии экономики диктуют нам свои правила. А значит, пользоваться передним мостом придется по особой схеме, чтобы не износить муфту. Первое. Включать передний мост только на скользком, грязном и рыхлом покрытии. Второе. Передвижение экскаватора-погрузчика осуществлять только на летнем режиме торможения. Это значит, что тот тумблер, что я установил для отключения функции торможения передним мостом, я включать не буду, но руку придется держать наготове. Теперь для увеличения ресурса новых шин нужно замерить схождение и при необходимости отрегулировать его. Как я это делаю, расскажу в следующем видео. Этот метод немного нестандартный, но очень удобный. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра, особенно хейтерам. Пока.